Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, какие бывают схемы синхронизации у коров и почему так много путаницы в этом вопросе. Начну с того, что одной из самых главных задач проведения синхронизации охоты у коров есть гарантированное их искусственное осеменение без выявления в охоте. При растущей продуктивности коров все сложнее определить у них признаки половой охоты. Хозяйства теряют немало средств из-за того, что недостоверно выявлено время для проведения искусственного осеменения коров. Эффективность выявления охоты у коров в течение 24 часов после начала срока планируемого осеменения должна составлять не менее 70-80%. На крупных молочных комплексах этот показатель в настоящее время колеблется от 30 до 56%. Также аргументом за применение синхронизации охоты является то, что данный метод позволяет осеменить большее количество животных в сжатые сроки, перенести период массовых отелов на другое время, а также сократить сервис-период. Но еще раз подчеркиваю, что основная необходимость проведения синхронизации в том, что очень часто на больших хозяйствах, где содержатся высокопродуктивные коровы, очень сложно визуально определить, когда же у коровы наступает охота. Зачастую охота у таких коров протекает в скрытой форме. У высокопродуктивной коровы все питательные вещества сначала расходуются на образование молока, а потом уже на поддержание всех остальных функций, в том числе и на поддержание половой функции. В принципе, это и логично. Природа все разумно устроила. Если у коровы есть острый дефицит питательных веществ и корове самой их катастрофически не хватает, то тут уже не до продолжения рода. Поэтому корова не хочет приходить в охоту, а если и приходит, то все это протекает в очень вялой форме. Кроме этого, диагностируется и масса других патологий, таких как метриты, эндометриты, задержки последа, гипофункция яичников со всевозможными кистами. Если в организме коровы наблюдается дефицит энергии, то очень часто фолликул зреет, а лопнуть не может, ему не хватает силы, и это ведет к образованию кисты. В таких случаях без применения гормональных препаратов никак не обойтись. Организм необходимо стимулировать. Но использовать этот прием на постоянной основе, корректируя им просчеты в технологии, недопустимо. Первую схему по синхронизации половой охоты овсинг внедрили в производство в середине 90-х годов. В овсинге для синхронизации овуляции у лактирующих коров используется простагландин ПФ2-альфа и гонадорелизинг гормон. Из всех изобретенных схем синхронизации овсинг была первой, позволившей производить осеменение по времени с результативностью, сопоставимой с искусственным осеменением по выявленной естественной охоте. Суть этой схемы заключается в синхронизации овуляции опосредованно от стадии полового цикла. В первый день схемы гормональной терапии применяется гонадотропин-релизинг гормон. На 8-й день простагландин F2-альфа, что вызывает рассасывание овулирующего фолликула. И затем на следующий 9-й день снова применяется гонадотропный релизинг гормон, который индуцирует овуляцию и выход фолликула. На следующий день проводится искусственное осеменение. Чаще всего такая программа назначается тем коровам, которые на 70-100-й день после отела все еще успешно не осеменены по причине ановуляторных половых циклов, кист яичников, и тому подобное. Искусственное осеменение проводят через 8-24 часа после последней инъекции гонадотропин-релизинг гормона. Программа овсинг и сейчас широко применяется как эффективная. Она простая и относительно недорогая. Эффективность данной программы, синхронизирующей эстрос и овуляцию, зависит от стадии развития фолликула во время введения первой инъекции гонадотропин-релизинг гормона. Наилучшие показатели оплодотворяемости при использовании данной программы достигаются в том случае, если во время первой инъекции корова находится в стадии овуляции. Недостатком этой схемы есть то, что гормоны по-разному действуют на овуляцию, в зависимости от того, на какой стадии полового цикла находится корова. Ученые попытались решить эту проблему и начали разрабатывать другие схемы синхронизации. Все это стало возможным благодаря тому, что выяснили природу роста и регрессии фолликулов коров. При помощи УЗИ открыли фолликулярные волны. Появились модификации овсинга. Так появились косинг, прессинг, хитсинг и другие. Сейчас в очень многих хозяйствах очень широко распространен двойной овсинг. Суть двойного овсинга в том, что он состоит из дополнительной системы овсинг, после которой идет основная овсинг-синхронизация с последующим осеменением. Целью этой схемы является лучшая пресинхронизация фолликулярных волн до момента регрессии желтого тела и последующего осеменения. Ценность этой схемы в том, что эта схема на 8 дней короче, чем традиционный прессинг-овсинг.
Овуляция наступает у большего количества коров. Оплодотворенная яйцеклетка при осуществлении этой схемы будет развиваться в условиях, когда прогестерон будет находиться на более высоком уровне, что увеличивает процент стельности в стадии. При проведении такой схемы приблизительно от 40 до 45% коров будут в так называемой стоячей охоте ко времени искусственного осеменения. Одним из преимуществ данной схемы может быть ее способность инициировать первую овуляцию у ановуляторных коров в ответ на инъекции гонадорелизинг гормонов. Схема реально эффективная, но при ее реализации требуется 6 раз делать инъекции гормональных препаратов. Получается достаточно дорого. Как я уже сказал, что схем синхронизации у коров сейчас много, но все они основаны на управлении фолликулярными волнами, желтым телом, овуляцией и изменении гормонального статуса у коровы. Опыт показывает, что первоначальное применение всех этих схем приводит к высоким показателям оплодотворения при искусственном осеменении. Но такие вот издевательства над гормональным статусом коровы, а иначе это я назвать и не могу, приводят к не очень хорошим показателям. Все это ведет к серьезным нарушениям физиологии репродуктивной функции. И не последнюю роль играет здесь и человеческий фактор. Выбор и проведение схемы синхронизации охоты у коров требует очень точного дозирования, точного соблюдения времени введения препаратов. И все это требует высокой квалификации и врачей, и техников-осеменителей, что на практике, увы, зачастую не совсем так. И получается, что планировали одно, а получили совсем другое. То количество препарата не рассчитали, то время введения нарушили и вообще не ту схему синхронизации выбрали. Так как консультант при выборе схемы руководствовался не проблемами хозяйства, а желанием продать гормональные препараты. У него в это время как раз было недовыполнение плана по продажам препарата. Ну, всякое бывает. Одним словом, очень часто после таких синхронизаций корова потом вообще в охоту не приходит. В результате разбалансированности функционирования работы репродуктивной функции. Срок производственного использования коровы сокращается всего до 2-3 лактаций. А сказать, какая из схем лучше, то вопрос так не ставится. Сначала надо провести диспансеризацию животных путем ректального исследования, определить, какие есть проблемы. Необходимо сгруппировать коров со сходными проблемами и лишь потом браться за выбор схемы синхронизации. Запоминать все эти схемы без надобности нет смысла. Каждая из многих схем синхронизации наиболее успешно и экономически оправданно работает в разных ситуациях. При выборе подходящей из них необходимо руководствоваться той, которая обеспечит наибольшую прибыль в условиях конкретного предприятия. Увы, единой программы синхронизации на все случаи жизни не существует. И наряду с положительными моментами, которые вы получите от проведения синхронизации половой охоты у коров, вы также получите и массу серьезных рисков, если не угроз. Но все это мы рассмотрим в одном из наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!